Всех приветствую на канале. Сегодня я продолжаю довязывать детский комплект, очень теплый, стопроцентной шерсти, где все элементы комплекта двойные. Я вам сейчас сюда поставлю видео, как дочка моя надевала этот комплектик. Снимали мы видео в теплую погоду, поэтому она в ветровочке. У нас комплект состоит из снуда, он двойной, в один оборот вокруг шеи. Из вот такой вот шапочки, она также двойная, а на ушках даже тройная, то есть два слоя здесь у меня и третий слой на ушках. И сегодня мы дополняем комплект вот такими вот варежками, они тоже двойные. Очень красиво оформлена манжета, весь комплект объединен вот этой вот резинкой с такими жгутиками. Я варежки украсила вот такими вот легкими снежинками из пайеток и бисера. И сама шапочка тоже у меня украшена вот такой вот звездочкой. Комплект зимний, очень-очень теплый. Варежки связаны по-простому. То есть здесь оставляется отверстие и вывязывается пальчик. Я не люблю острые кончики на варежках, поэтому сделала вот такой вот фабричный, округленный. Сегодня все об этом в мастер-классе расскажу. Сейчас еще попрошу дочку надеть варежки на ручки и маленько потрясти ими перед вами в кадре. А пока давайте обсудим, как же рассчитать нам количество петель на варежке. Мы, конечно, должны обмерить обхват запястья у ребенка. У меня, у дочки 11 сантиметров. И рассчитать плотность именно лицевой глади. Спицы у меня 3,5. У меня 3 петли, это 1,3 сантиметра. Кстати, когда я вязала шапочку и снуд, у меня было 2 петли в 1 сантиметре, то есть была чуть другая плотность. Я так понимаю, что снуд и шапочку я вязала на деревянных спицах, а варежки на металлических, скорее всего, это связано именно с этим моментом. Дальше. Мы должны посчитать, какая у нас будет сама вот эта манжета. Для этого мы к обхвату запястья прибавляем 2, получаем 13 сантиметров. Рассчитываем число петель лицевой глади, то есть, исходя из плотности, я 13 умножила на 3, разделила на 1,3, получаю 30 петель. Раппорт самой вот этой резинки, он 8 петель. И для того, чтобы нам попасть в раппорт этой резинки, смотрите, как мы рассчитываем число петель для самой вот этой вот резинки. Мы число петель лицевой глади, обратите внимание, это число должно делиться на 6. Почему на 6? Потому что после вот этой вот резинки мы выполняем убавления при переходе на лицевую гладь. И чтобы эти убавления вписались в узор, вот это число должно делиться на 6. И смотрите, мы рассчитываем число петель для резинки или то число петель, которое нам необходимо набрать для вязания варежек. Я 30 делю на 6. 6 это число, связанное с убавками между лицевой гладью и резинкой. И умножаю на 8, то есть на раппорт резинки. Получаю 40 петель. То есть мы начинаем вязание с манжеты. Вот это у нас наборный край, то есть расстояние, вот это вот стык самой варежки с манжетой. И я набираю 40 петель, вывязываю манжету в эту сторону, затем делаю ажурный вот такой край из зубчиков и затем перехожу на вязание внутренней части варежки. Я варежки сейчас вывернуть не могу, потому что у меня вот здесь вот пальчик, и вот это место, оно связано между собой для того, чтобы варежка удобно носилась и чтобы она не выворачивалась во время носки. Очень красивая получилась варежка. Давайте начнем. Набор петель будет открытым. Из воздушных петель. Поворачиваю ее изнаночной стороной кверху и набираю рассчитанное количество петель. В моем случае 40. Я подхватываю протяжки по изнаночной стороне цепочки. И под эти протяжки подхватываю рабочую нить и вытягиваю петлю. Набираем таким образом все 40 петель.
Я набрала петли. Вязать буду по кругу методом Magic Loop. Первый ряд мы вяжем просто резинкой 2 на 2. Обратите внимание, чтобы петли не перекрутились. Спицами вяжем 3,25. Если вы еще не умеете вязать методом Magic Loop, я вам в описании под видео оставлю ссылочку. Я вязала этим методом носки и подробно рассказывала про Magic Loop. Вяжем резинкой 2 на 2 до конца ряда. Я довязала ряд до конца. Теперь через одну лицевую дорожку мы будем выполнять жгутик. То есть у меня начинается вязание с лицевой дорожки. Я эту лицевую дорожку провязываю по рисунку, то есть лицевыми. Изнаночную дорожку провязываем изнаночными, а следующую лицевую дорожку выполняем как жгутик, то есть скрещиваем петли. Я провязываю сначала вторую петлю на спице, а затем первую. И обе петли скидываю со спицы. Дальше опять 2 изнаночные. И следующую лицевую дорожку я провязываю без изменений. В итоге получается лицевая дорожка, жгутик, лицевая дорожка. Перекрещивание для жгутика будем делать в каждом втором ряду. И таким образом вяжем резинку на необходимую высоту. Я провязала манжет на необходимую высоту. Всего связано 19 рядов, примерно 5 с небольшим сантиметров. Теперь будем формировать зубчатый край. Для этого берем спицы 3,5 и все изнаночные дорожки будем провязывать парами. Начинается у меня вязание с лицевых петель. Провязываю 2 лицевые, 2 изнаночные вяжу вместе. Дальше идет жгутик. Он состоит из лицевых петель. Провязываю по отдельности. Изнаночные парами. И так весь ряд до конца. Я провязала изнаночные петли парами. Сейчас на спицах у меня 30 петель. Свяжем 3 ряда просто лицевой гладью. Я связала 3 ряда лицевой гладью. Следующий ряд вяжем так. Накид, 2 петли вместе. И так до конца ряда. Накид, 2 вместе. Далее мы вновь вяжем 3 ряда лицевой гладью. Я провязала еще 3 ряда лицевой гладью. Теперь мы будем выполнять подгиб. По изнаночной стороне ищем самый первый ряд с изнаночными петельками. Вот его хорошо видно, потому что в лицевых дорожках у нас провязано вот 2 петли вместе. Вот их хорошо видно. Сейчас мы будем эти протяжки от первого изнаночного ряда подхватывать. Посмотрите, двигаемся по петле вниз и подхватываем первую протяжку. От изнаночного ряда ориентируемся вот на эту протяжку, которая идет от 2 петель, провязанных вместе. Вот она. И с этого же ряда вот идут по изнаночной дорожке протяжки. Вот первую я подхватила. Накидываю ее на спицу. Затем ввожу в протяжку спицу, подхватываю петлю, вытягиваю ее через протяжку и провязываю лицевой, затем и петлю, и протяжку скидываю со спицы. Затем подхватываю вторую протяжку. Обращаю внимание, их хорошо видно. Ориентируемся на 2 петли, провязанные вместе. И вот в том же ряду берем протяжку от изнаночной петли. Накидываем на спицу, ввела спицу в протяжку, подхватила петлю, вытянула эту петлю, провязываю ее лицевой. И петлю и протяжку скидываю со спицы. По изнаночной стороне будут вот такие вот имитация такой ложной кетлевки. Таким образом мы провязываем весь ряд до конца. То есть следующая у меня идет вот эта вот как раз таки петля, провязанная парой. То есть здесь такая
протяжка, которая состоит из 2 ниточек одновременно. Тоже в обе ниточки ввожу спицу, вытягиваю через эту протяжку петлю, провязываю лицевой и все сбрасываю. Все таким образом вяжем весь ряд до конца. Я довязала ряд до конца. Вот так выглядит все по лицевой стороне. По изнаночной стороне образовалась ложная кетлевка. Дальше мы будем продолжать вязать подкладку для варежки. Для этого мы на высоту резинки свяжем лицевую гладь. Здесь у нас 19 рядов, при этом высота лицевой глади будет чуть меньше за счет того, что мы взяли другой номер спиц. Я провязала манжету лицевой глади почти что уже на всю высоту. Осталось мне связать последний ряд. И в последнем ряду нам нужно сделать прибавление вновь, чтобы число петель манжеты стало 40, как мы набирали изначально. Для этого я после каждой третьей лицевой петли буду делать прибавление. Провязала 3 петли, и теперь посмотрите, вот у меня последняя петля на спице, петля ниже, и еще ниже я подхватываю эту лицевую и выполняю добавку. Вновь вяжем 3 лицевых и, спустившись от петли со спицы и пропустив одну петлю после спицы, во вторую ввела спицу и провязала дополнительную петлю. И таким образом весь ряд до конца. Я закончила ряд с прибавками, и на спицах у меня 40 петель, столько же, сколько я изначально набирала для вязания манжеты. На спицах 40 петель, и дальше я вяжу несколько рядов лицевой гладью до начала вывязывания большого пальчика. После ряда с прибавлением я провязала 3,5 сантиметра или 11 рядов, и сейчас нам необходимо отложить петли для большого пальчика. Количество петель рассчитывается следующим образом. Мы берем половину петель и делим их на 3 части. В моем случае 20 петель я делю на 3, получаю примерно 6-7 петель. Но я всегда округляю в меньшую сторону, то есть возьму 6 петель для вывязывания большого пальца. Для вязания правой варежки вам необходимо отложить 6 петель в конце ряда. Для того, чтобы связать левую варежку, мы в начале ряда откладываем 6 петель. Обратите внимание, я не буду откладывать эти 6 петель прямо вот с начала ряда или прямо с конца. То есть я отступлю одну петлю, потом отсчитаю 6 петель. Сейчас мы с вами будем вязать правую варежку, и я 6 петель буду откладывать в конце. 6 петель у меня будет сам пальчик, и еще одну петельку я не довяжу. То есть всего сейчас я вяжу, не дойдя, 7 петель до конца ряда. До конца ряда осталось 7 петель. 6 петель я переснимаю для пальчика. И теперь эти 6 петель мне нужно будет набрать. Я буду набирать также на цепочку из воздушных петель, как мы делали при наборе петель для манжеты. По изнаночной стороне цепочки под протяжки я ввожу спицу и набираю петли. Все, я набрала 6 петель. Дальше довязываю нашу одну оставленную петлю и затем буду вязать по кругу лицевой гладью на высоту, пока у нас полностью не скроется мизинчик. Я провязала 18 рядов лицевой глади после набора петель для пальчиков, или примерно 6 сантиметров. Варежка должна полностью скрыть мизинчик, и еще можно даже связать еще плюс 1 ряд. Теперь будем формировать убавление. Варежка у меня будет с округлым краем, и я должна убавить ровно половину петель. То есть всего петель у меня 40, 20 петель я должна убавить. Так как мы будем в ряд убавлять 4 петли, провязывая по 2 петли в конце и начале каждой спицы,
То есть мы 20 делим на 4, получаем, что у нас будет 5 рядов с убавлениями. Первое убавление мы пропускаем, будем делать его в начале следующего ряда, для того, чтобы у нас не было ступенек. Сейчас вяжем первые петли просто лицевыми, не дойдя до конца спицы 3 петли. До конца ряда осталось провязать 3 петли, и сейчас я 2 петельки буду провязывать вместе. Одну петлю снимаю, вторую вяжу лицевой и снятую петлю накидываю на провязанную. То есть получается убавка с наклоном налево. Затем вяжу одну лицевую и перехожу на вторую сторону варежки и начинаю сразу же с убавки, провязав 2 петли вместе за переднюю стенку. Дальше провязываем все петли лицевыми, и когда до конца спицы останется 3 петли, начнем выполнять убавление. Осталось у меня 3 петли, выполняет точно такое же убавление, как в конце предыдущей спицы. И 1 лицевая. Все, ряд с убавками мы закончили. Теперь следующий ряд должен идти без убавлений, но так как мы убавку в начале ряда пропустили, мы его начнем с убавления. И в этом ряду провяжем только одну убавку в самом начале. Смотрите, чтобы наши убавки не вытягивались и красиво лежали, я маленько разверну наши спицы, и петли от Magic Loop у меня будут выходить теперь вот здесь. И на второй спице тоже так же посередине вытягиваю петлю. И теперь наши линии убавок у меня получились не в конце и начале каждой спицы, а по центру. То есть вот их очень хорошо видно. Вот мы провязали убавление, лицевая. И как я уже сказала, в следующем ряду нужно провязать одно убавление. Видите, и наши убавки получаются на одном уровне без ступенек. Дальше мы провязываем все петли лицевыми. При этом не теряйте начало ряда, можно его отметить маркером, если вам так удобнее. И вот такой ряд с убавлениями мы будем повторять через один. Всего должно быть 5 убавочных рядов. Я довязала ряд без убавлений. Посмотрите, вот они убавки. Одна убавка, здесь идет центральная такая лицевая петля, и вот следующая убавка. Посмотрите, вот до нашей центральной петли у меня не довязано 2 петельки, и я выполняю убавление. Сначала с наклоном в левую сторону, перед центральной петлей, а после центральной петли, наоборот, с наклоном в правую сторону, то есть вяжу за передние стенки петлю. Вот она у нас центральная петля. И относительно нее идут убавления. Вяжем такие убавления, пока у нас число петель не сократится вдвое. То есть всего у меня получится 5 убавочных рядов, и на спицах должно остаться 20 петель. Ровно половина от набранного количества. Связано 5 убавлений. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Центральная линия идет лицевая. После убавления я не вязала еще простой ряд, и сейчас мы его свяжем, провязав 3 петли вместе. То есть вот это вот центральная петля, и за нее мы должны спрятать 2 лицевые, то есть провязать 3 вместе с центральной петлей. До центральной петли не довязываю одну петельку. И сейчас провяжем 3 вместе. Я петли поверну, чтобы мне было удобнее их провязывать. Затем надеваю первую петлю. И вот она, вторая петля у меня спустилась. Затем надеваю ее. И вяжем 3 вместе за заднюю стенку.
Все, со второй стороны выполняем точно такое же убавление. Провязала я петли вместе. Смотрите, вновь разделила петли на спицы, как полагается, то есть наши убавки в начале и в конце каждой спицы. Всего сейчас у меня осталось 16 петель, и эти петли мы зашиваем трикотажным швом петля в петлю. Обрезаем хвостик рабочей нити достаточной длины и при помощи иглы сошьем все петельки. Как выполняется трикотажный шов петля в петлю, я думаю, вы прекрасно знаете, здесь показывать не буду. Если не знаете, у меня на канале есть подробнейший видео мастер-класс по такому шву. Я вам ссылочку добавлю в описании. Ввожу спицу снизу в петлю, которую мы провязали 3 вместе. И вывожу, подхватив за переднюю дужку, во вторую петлю. Обращайте внимание, чтобы подхватывать петли так, чтобы они не были перекрученные между собой. Вновь возвращаюсь в петлю, которую мы провязали 3 вместе, только уже сверху. И вывожу во вторую петлю на второй спице. Все, таким образом сшиваем. Я выполнила трикотажный шов. Теперь ниточку вот таким образом на месте чуть-чуть застопорить нужно, но не обрезать и оставить. Сейчас будем поднимать петли для большого пальчика. Берем спицы 3,5 и петельки, которые у нас сняты для большого пальчика, надеваем на спицы. Шесть петель я оставляла, 6 петель и подняла. Теперь смотрите, вот последняя петля, вот от нее идет протяжка. Я эту протяжку перекручиваю. И перекрутив, должна надеть на спицу, чтобы получить петлю. Дальше будем поднимать петли, которые у нас набраны на воздушную цепочку. Мы набирали на воздушную цепочку 6 петель, а поднимем по итогу на одну петлю больше, то есть 7. Вот она, первая петля. Вот таким образом придерживается. Обратите внимание, поднять должны на петлю больше, то есть я подниму 7 петель. Подхватываем протяжки по воздушной цепочке. Я уже подняла 6 петель, осталось последнюю, 7-ю поднять. Вот она также придерживается здесь одной ниточкой от воздушной цепочки. И затем еще одну петлю набираем также от протяжки. Вот от петли, вот она протяжка тянется. Вот петля на спице, и вот она протяжка. Ее также перекручиваем и надеваем на спицу. Все, посмотрите, в итоге мы оставляли на пальчик 6 петель, а подняли 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 петель. Берем рабочую нить и вяжем все петли лицевыми, пока пальчик полностью не скроется. Я провязала 15 рядов, почти 5 сантиметров. Пальчик уже полностью скрывается. И теперь я все петли провяжу парами. 2 вместе за переднюю стенку. Количество петель по итогу уменьшится в 2 раза. Я провязала все петли парами. У меня осталась одна последняя петелька. И я сейчас все петли закрою методом ромашка. Так, надеваю эту последнюю петельку на спицу, на вторую. Провязываю эту петлю лицевой и возвращаю обратно.
Подхватываю вторую петлю, подтягиваю, накидываю. Следующую петлю подтягиваю, накидываю. И таким образом все петли подтягиваем и накидываем на эту первую провязанную петлю. Я накинула все петли на первую петлю. Петля на спице у меня одна, и вот такая растянутая петля снизу. Смотрите, мы сейчас обрезаем рабочую нить и вытягиваем кончик и стягиваем макушку пальчика. Пальчик готов. Очень аккуратное соединение. Обращайте внимание, если где-то получились растянутые петли, то просто при помощи спиц подтяните, поправьте вот таким образом, чтобы все было аккуратно. На этом подкладка для нашей варежки полностью готова. Теперь будем вязать основную часть. Берем спицы 3,25 и будем поднимать петли по воздушной цепочке. Мы всего набирали 40 петель, поэтому и поднять я буду должна 40 петель. Я подняла петельки, всего их 40. Это у меня начало работы. Я теперь беру рабочую нить, крепким узелком привязываю. Все хвостики спрячутся вовнутрь нашей рукавички. Беру 3,5 спицы и сейчас буду вязать также лицевой гладью. Мы находимся, грубо говоря, вот на этом месте вязания, и нужно вязать до пальчика 11 рядов лицевой глади. Так как у нас внутренняя часть рукавички на 40 петель, то внешнюю мы должны сделать на 2 петли больше. То есть сейчас на одной и на второй спице я сделаю прибавление, для того, чтобы у нас внутренняя часть варежки не была стянутой. Также и на пальчик. Если здесь мы оставляли 6 петель, то на внешней части рукавички мы оставим не 6, а 7 петель вот здесь. И соответственно на воздушную цепочку наберем также 7 петель, а не 6, как мы делали. И затем, если мы здесь вязали пальчик на 15 рядов, то внешнюю часть варежки свяжем 16 рядов. И также здесь после пальчика мы связали 18 рядов, то на внешней части варежки свяжем 19 рядов. В остальном все будем выполнять в точности так же. Провязываем петельки. Я сделаю прибавку вот в центре вот этого жгутика, она будет менее всего заметна. То есть я провязала первую петлю жгутика и просто по изнаночной стороне подхватываю протяжку в центре жгутика. Накидываю эту протяжку на спицу и провязываю лицевой. Все, на второй спице я должна буду сделать точно такое же прибавление. То есть у меня будет на одной спице 21 петля и на второй спице также 21 петля. Я после манжеты также связала 11 рядов, как и здесь. И теперь мы будем откладывать петли для пальчика. Посмотрите, если мы, когда вязали вот эту часть варежки, откладывали петли в конце спицы, то здесь мы будем наоборот откладывать в этом месте в начале. Также отступили одну петлю и откладываем уже не 6 петель на пальчик, а на одну петлю больше, то есть 7 петель. И сейчас мы будем также вязать по кругу. Здесь наберем на воздушную цепочку тоже не 6 петель, а 7. И после пальчика свяжем не 18 рядов, как здесь, а на один ряд больше 19. И затем в точности также закроем рукавичку. И еще хочу обратить ваше внимание, я уже вывязала 19 рядов
после того, как отложила петельки для пальчика. И вот эта вот одна петля, которую мы оставляли либо вот здесь, да, перед пальцем, либо на левой варежке она будет после пальца. Вот эта петля, она как раз таки является петлей между убавлениями. Поэтому, начиная убавление, учитывайте этот момент. Я выполнила внешнюю часть варежки. Посмотрите, теперь мы их складываем, то есть подкладку вводим вовнутрь. Пальчик подкладки нужно вывернуть и провести в отверстие. Смотрите, у нас возле пальчика есть рабочая нить, которую мы добавляли, чтобы начать вязать пальчик. Ее нужно вытащить. И сейчас мы берем рабочую нить для того, чтобы вязать пальчик. И рабочую нить привязываем к этому кончику. И затем уже производим набор петель для вывязывания пальчика. Изначально для подкладки пальчик у нас был на 15 петель. Для основной части варежки пальчик будет на 2 петельки шире, то есть 17 петель. Также необходимо вытащить сюда вот эту ниточку, которой мы затянули большой пальчик. Потому что когда будем закрывать петельки на пальчике, мы также свяжем кончики, чтобы варежка не выворачивалась. Вяжем пальчик. Варежка практически полностью готова. Смотрите, нам нужно вытянуть сюда на лицевую сторону ниточку, которой мы затягивали пальчик у подкладки. Хорошенько еще раз подтягиваем обе ниточки, завязываем крепкий узелок. Все, и оба хвостика нужно втянуть вовнутрь между подкладкой и внешней частью варежки. Точно так же поступаем в этом месте. То есть мы вводим крючок и вытягиваем на лицевую сторону ниточку, которая осталась от петелек, когда мы сшивали край подкладки. Завязываем узелок, оба хвостика прячем вовнутрь. Также мы раскрываем кончик воздушной цепочки и распускаем ее. Я выполнила уже обе варежки. Они получились очень красивые. Я их украсила такими звездочками или снежинками из мелких пайеток и бисера. Очень ненавязчивое, но очень изящное украшение для наших варежек. Не забывайте ставить лайки. Пишите ваше мнение в комментариях. Подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. Всем пока-пока.